Знаете, я хотел бы с вами обсудить, ну, пройтись по фронту традиционно, но я хотел бы начать это с вот этого видео, на котором Дід, іди, просто дед, еле передвигающийся на одном костыле, ну, в общем, ему так и там помоложе пацаны говорят: дед, давай уже проходи, мобилизованный. Он еле движется, видно, что он болен, видно, что по лицу видно, что он болен не только, он мало ходит, но он в учебке. Это вот человек из учебки. Понятно, что его никакие бригады не возьмут, может, что-то будет сторожить, какой-нибудь склад когда-нибудь, ну аж не размобилизовывать же. Нам рассказывают о новых контрактах, нам говорят о каких-то вот этих... Все хитрее. Была соответствующая статья в «Украинской правде». Мы ее сейчас подадим, усилим и добавим. Смотрите, вернее, выделим квинтэссенцию. Что происходит с ТЦК? Гребут всех вообще подряд. Среди них очень много больных и негодных. Никаким другим способом. Люди с опухолями, люди там с 4-й степенью там, какой-то туберкулеза, со СПИДом, с раком и так далее, и так далее. Что происходит? Доходяги, наркоманы там и прочее, прочее. Пока он ходит по улице, это его проблемы. Когда его призвали, это проблемы вооруженных сил. Вооруженные силы обязаны обеспечить ему лечение. Выдать ему заработную плату. Вернее, денежное удовольствие. В армии нет заработной платы. Вещевое удовольствие. Все виды другого обеспечения. Выделить ему койко-место в госпитале. Представить ему персонал, который будет за ним ухаживать. Лечить. Проводить дорогостоящие операции и так далее, и так далее. Он и военные юристы защищают его права. Командиры всех степеней вынуждены это выполнять, иначе они становятся людьми, совершающими преступления против правил и порядка прохождения военной службы в военное время. Это от 8 до 13. Даже если без отягчающих катков. И так далее, и так далее. И вот они начинают весь этот контингент обслуживать. Теперь смотрите, 100 человек набрал ТЦК. Из них 5 почесали репу, пусть даже 15, и пошли воевать. Ну, раз уже так, то воюют. Такие истории тоже есть. 33, 34, 35 сбежали в СЗЧ сходу вообще. Остальные ограниченно годные. Половина из которых болеет, и которых армия начинает обслуживать. Платит им зарплату, что это бешеные деньги, безумные суммы. Эта мобилизация уничтожает армию. Она ее уничтожает не потому, что она бесчеловечна, аморальна, хотя это тоже моральный дух подрывается, иначе бы не было бы разговора даже среди военных, что дайте нам разную форму. Нам и ТЦКшникам, чтобы, так сказать, отличаться. И даже дело не в том, что в ТЦК уже, на ТЦК работают банды, которые работают в гражданке, там, подряду, которые хватают людей, похищают, совершают группа лиц по предварительным сговорам, похищают граждан Украины, вот, с улицы и так далее. А потом говорят, это ТЦК. А дело в том, что они поставляют в эту фабрику материал, который ухудшает положение вооруженных сил. Не улучшает, а ухудшает. Это одна история. Теперь вторая история. Контракты 18-24. Вот у нас кто-то там отследил из журналистов 10 молодых людей или 11, которые призвались по вот этим контрактам. Из них никто не воюет, призвались весной. 4, по-моему, убиты, несколько тяжело раненых, и там еще как-то инвалидности, 5-е, 10-е. Это вот качество. Мои дальние знакомые в одну из бригад призывают 2 человек. Они через 4 дня, внимание, где там БЗВП, там базовая пехота и прочее, прочее, через 4 дня погибают в штурме при попытке отбить какой-то этот самый. Это не везде так, но это очень часто так. Они как раз были в хорошей физической форме, там 5-е, 10-е, папы 2 детей, на секундочку. Теперь вот смотрите, папа 2 детей, как-то скрываясь, там, пытаясь там как-то отпетлять, честно зарабатывая деньги, содержит маму и 2 детей. Его забрали и через несколько дней убили. В бестолковом, абсолютно ненужном штурме. Потому что еще вопрос, как применяют всех этих людей. Это же отдельный разговор. И вот государство должно папу достать с поля боя, по идее, похоронить с воинскими почестями, оплатить похороны, значит, выдать вдове кого? Выплату 15 миллионов. Гробовые, да. Гробовые, там, да, пенсия, 5-е, 10-е, налоги, льготы. Это тысячами происходит. Десятками тысяч каждый год. Сколько бились за то, чтобы начали пропавшим без вести хоть что-то платить, они же сначала ничего не получали. И так далее, и так далее. Страшная социальная
человеческая, демографическая, политическая катастрофа. Ради чего? Это война за независимость по законам Украины. Да, это война за независимость. А что же угрожает независимости Украины? Как? Злой Путин? Могучие путинские орды, которые не сегодня-завтра ворвутся во Львов и возьмут Закарпатье? Или как? Которые Покровск, внимание, Покровск брали больше года. Ну, опять-таки, тут же силы, средства. Они могут угрожать чему? Независимости отдельно взятой Константиновки? Ну да, наверное, могут угрожать. Не свободе, независимости Константиновки. Все Украины, они технически не способны поглотить. Понимаете, да? Ну, не способны они технически поглотить. Им дай бог взять Донецкую область. Но они, конечно, ее возьмут такими темпами, но за сколько, как быстро и так далее, это очень большой вопрос. Так вот, даже при нынешнем катастрофическом положении сил обороны Украины, там, производства в стране, транспорта, инфраструктуры и всего остального, но это нерешаемая задача. Трамп с вами не согласен. Трамп говорит, что Путин хотел бы всю Украину. Путин хочет всю Украину, я хочу весь земной шар, но хотеть и получить – это очень разные вещи. Ну, очень разные вещи, понимаете, да? Они технически не в состоянии обеспечить захват и удержание всей Украины. И никогда себе не ставили такой задачи. Она не решает. Сила России в том, что они реалисты. Они с надрывом таким достаточно сильным поставили задачу 4 области и Крым. И пытаются ее выполнять изо всех сил. И как-то у них не очень едет, понимаете. Да, едет, но медленнее, чем хотелось бы, с куда большими издержками. Какая нахрен вся Украина? Я поставлю вопрос, который мы ставили с вами в прошлой программе. Хорошо, вы отдали Донецкую область. У вас осталось 21% территории Украины. Вы потеряли. Ужас, ужас. 79% у вас осталось. Что вы с ним собираетесь делать? С этими 79%. Какую Украину вы собираетесь строить на них? Даже 79% – это крупнейшее государство Европы. С огромными запасами, с большим населением, с проблемами, но все еще с большим, с возможностью вернуть это население, с возможностью запустить промышленность, армию сохранить пристойную, там, развить и так далее, и прочее. Где, что вы собираетесь с ней делать? Вы же правильно говорят же, не в коня корм. Американцы говорят на все голоса, не в коня корм. Сколько вам не помогай, вы не умеете распоряжаться этими средствами. Вы элементарно их тырите. А давайте ответим на этот вопрос. Что Зеленский собирается делать после войны, раз они, я так понимаю, свято верят, что будет преемник, потом второй срок, или сразу второй срок. Собираются оставаться у власти. Они собираются сохранить пристойную фракцию в парламенте. Раз большинство они уже не надеются, поставить преемника, либо переизбраться. И продолжать то же самое, что они продолжали. Расправиться над внутренними врагами, окончательно закрутить гайки. Выстроить такую себе Северную Корею в украинском варианте. Под лозунгами «мы должны ощетиниться, потому что проклятый Путин». При этом своровать на оборонке, своровать на строительстве укреплений, добить экономику. И вот столько, сколько это будет продолжаться, замечательно. И доить Запад на кредиты и помощь. Вот это все, что они собираются. Они ничего другого делать не умеют. И не собираются. Люди всегда делают то, что они умеют. Они делают то, что умеют. По фронту очень интересное сообщение поступают от российской стороны, что, простите, как-то очень далеко. Давайте начнем с юга на север, вот в этом направлении. Очень далеко как-то в Гуляйполе если уже с юга на север, то присутствием необычной является необычайная активность российских войск в районе Херсона. Угу. Там резко подскочило качество и количество огневого поражения. Искандер применили по городу. Фабы, кабы летят, дроны летают и так далее, и так далее. В общем, там нечуваная активность. Вторые, по-моему, сутки уже. ТЭЦ разбомбили, да? Да, должна быть чем-то объяснена. Кроме поражения ТЭЦ, это еще вопрос, чего они так резко увеличили огневое поражение, к чему они готовят. Возможно, там будет какой-то движ по Херсону. Почему? Это ключевая болезненная точка. Сразу российские эти мечты о Николаеве и Одессе приобретают такой вес, хоть какой-нибудь, и появляются аргументы и у российской стороны, и у Запада. Смотрите, они вас сейчас вообще отрежут путь к морю.
Да, любое движение в районе Херсона как бы помогает этому вес приобрести, этим словам, которые пока голословные, пока не началась там хоть серьезный военный движ. Возможно, они хотят его обозначить. Второе. Запорожская область. Ну, Запорожская область, да, взять Запорожье, это взять крупный областной центр, крупный промышленный центр, тем более, что его там брать, там 19 километров до него осталось на разных участках от 19 до 25. Это прифронтовой город уже фактически. Вот, выбить у нас кусок промышленности, производства, да, получить крупнейшую моральную победу, окончательно закрыть вопрос Запорожской АЭС, потому что, ну, куда ее достанешь уже, если Запорожье взялось областью. Поэтому они сосредотачивают там усилия. Сегодня мелькала информация, что вот в Крым пошла дополнительные силы и средства российские, концентрация войск для того, чтобы, конечно, уйти на Запорожский фронт. Они же с Крыма не поедут на Харьковское направление, хотя и такое бывает. Ну вот теперь мы идем дальше. Это угол Запорожской и Днепропетровской. Как бы, да, бои за Гуляйполе, там немножко отыграли наши технические там свои 300 метров. Но понятно, что это тактические вещи, которые не способны решить оперативно-тактическую задачу. Удержание Гуляйполя, она будет разрешена в какие-то сроки, возможно, очень длительные, но я думаю, что за российской стороной останется Гуляйполе так или иначе. Вообще сейчас прогнозировать очень легко. При таком положении с мобилизацией в Украине, а также с иностранной военной помощью, в данном случае американской, прогнозировать стало все очень легко. Надо просто сказать рано или поздно, и все станет на свои. Как бы, да. Теперь мы идем, что? Идем, ну, в общем, как бы стрелочки судьбы сходятся на Запорожье исторических часов, да, Запорожскую область. Теперь мы берем Донецкую область. Не знаю, сманеврировали ли там из Миргорода это наши войска, вывели, это информация, требующая уточнения. Вот. Покровск практически взят. Если мы там что-то удерживаем, 2 дома, там даже флагом машем, это не значит, что город удерживается нами. Это формальщина. Как бы от Донецкой области остался отгрызок. В Константиновке уже российские военные. В Доброполе вроде как замечены ДРГ. Такая информация мелькала. Доброполе, напоминаю, это строго на север, порядка 50 метров от Покровска, а там выше 60 километров Барвинково. А Барвинково – это последний железнодорожный узел, питающий Донбасс. И вообще, как бы, поезда уже не ходят до Краматорска и Славянска, правильно? Да. Уже вопрос со снабжением. Грунтовые дороги, зима, туда-сюда, 5-10, все размокло, все разлипло. Ай-яй-яй, туманы нехорошо, российские дроны-ждуны сидят. Запорожье, Донецкая область перестала быть жилым районом. Это зона боевых действий. Жилым и промышленным районом экономическое значение она потеряла только как полоса обеспечения. Города, которые перемерят щебенку, где можно немножко повоевать, поддержать российские войска, понаносить им потери. Внимание, для чего? Оборона же должна иметь политическую цель. Недавно целый Залужный выпустил целую статью. Он говорит, армия будет уничтожать противника, а политическую цель этого уничтожения нам поставьте. До каких пор, когда, какими средствами, какому сроку, сколько вам надо, что удержать и так далее, чтобы были... А это самая сложная часть стратегии, между прочим, превращать военные задачи, чтобы они так выполняли, чтобы они переходили в политические, а политические превращать в военные. Это очень сложно. И каждое государство решает его по-своему в истории, и далеко не все удачно. Потому что это искусство, это даже не наука. А как вы отвечаете на вопрос, зачем? А очень просто. Ну, зачем убивать много русских, которые идут в наступление? Много русских надо убивать для того, чтобы снизить потенциал к наступлению. И что сделать? Убавить их переговорные аппетиты, показав бесперспективность, например, взятия Донецкой области. Смотрите, когда мы говорим, мы не отдадим Донецкую область, моральная позиция до глубокой задницы здесь. Международное право, им можно подтереться, простите, перехожу на казарменный язык. Слова «мы не отдадим Донецкую область» имеют вес и значение только тогда, когда мы физически можем ее не отдать. Когда мы говорим, ну иди возьми. Они полгода бьются, не продвинулись, или продвинулись на километр, и мы на переговоры говорим, будете продолжать брать Донецкую область? Или все-таки попустимся, сделаем там буферную зону с бразильскими войсками, миротворцев. А когда у тебя Донецкую область берут темпами 350 квадратных километров в месяц, там, или в целом по фронту, а ты говоришь, мы не имеем морального права ее отдавать, эти слова ничего не значат. Северск, Ямполь. Северск, Ямполь. На окраине, наши же военные говорят, что на окраине Северска уже заходят россияне. Лиман, Ямполь под, грубо говоря, огневым воздействием противника, под действие по краю, по периферии. Купинск. Там немного облегчилось положение наших войск. Мы там нанесли пару удачных действий, совершили. Но смысл в этом
как вам сказать, ситуативный. Опять же, все упирается в политические цели. От Волчанска россияне пробуют наступать, уничтожили дамбу, которая была одной из линий через водохранилище, одной из линий снабжения наших войск в этом отношении. Да. И в целом российские войска, если говорить в целом, темпами, которые медленно, но ускоряются, решают свои задачи, которые поставило перед ним политическое руководство. Заметьте, у россиян все четко. Никаких целей захвата всей Украины в помине. Никакой цели разгрома Украины как государства. Они реалисты. В этом их сильная сторона. Они говорят 4 области и Крым. Все. Вот это политическая цель. Армия понимает, чем она занимается. А когда они зашли в Днепропетровскую область, которая не предполагала к захвату, не предполагалась, их спрашивает политическое руководство, например, что вы делаете? Нас тут партнеры спрашивают, вы же сказали 4 области, и вдруг уже 5-ю берете. Они говорят, смотрите, это маневр фланговый для охвата украинской группировки, обороняющей Запорожье. И нам дешевле, и им дешевле. Потому что штурм в лоб, и нам бы, им бы дороже обошлось. Мы гуманные, скажут они. Мы так вот гуманизируем войну. И все. Политический Путин отвечает индийской журналистке: подождите секундочку. Мы что? Мы гуманизируем войну. Мы там действуем хирургическим методом. Могли бы по-другому разговаривать. И так далее. Но это мы оставим, насколько это правомочно технически. Я говорю, что у них есть четкая позиция военного и политического руководства. Они говорят синхронно. Путин же, почему позиция Путина сильна? Потому что он имеет возможность взять Донецкую область чем? Технически, физически. Поэтому он говорит: друзья мои, все очень просто. Вот смотрите. Отдайте нам дипломатически, я тут же остановлю боевые действия. Просто остановлю физически. По крайней мере, расклад пока таков. Это я обещаю. Под это выстраивается вся архитектура договоренностей. Ему говорят: нет, нельзя. Он говорит: я возьму ее физически. Окей, меня устраивает, я возьму ее физически. Что ты против этого возразишь? Что? Даже если сейчас ввести суперсанкции всех времен и народов, пока они подействуют, по инерции Донецкую область, скорее всего, возьмут. Теперь смотрите, у нас позиция, и у европейцев позиция. Мы говорим: не сметь брать нашу Донецкую область. Ай-яй-яй, как это аморально брать Донецкую область. Мы ее не отдадим. И это было бы все хорошо, если бы мы физически ее могли не отдать. Теперь у меня вопрос. Чего стоит вся эта ваша позиция, если, внимание, через 2 месяца или через год Путин физически возьмет всю Донецкую область? Вот он ее взял. Например, к 1 января 2027 года. Взял и все. Штык в землю поставил. Чего стоила ваша позиция чего-то там не отдавать? Вы ее не отдали? Нет, вы ее отдали. Вы отдали, просто потеряли несколько... Да. В этом-то и расчет, чтобы не сдавать так, а вот с боями. Хорошо, с боями, но все равно же потеряли. Что вы тогда говорите? Мы боролись. Мы боролись, хорошо, а он взял. Как теперь будет выглядеть мирное соглашение? Згинуть наші вороженьки, як роса на солнце, помните? Как будет выглядеть мирное соглашение? По линии разграничения вся Донецкая область остается за Российской Федерацией. Да. Теперь вопрос. 40 или 60 или 80 тысяч убитых солдат, которые мы потеряем на этом скачке. Это про что и для кого? Цена за независимость Украины. За какую независимость? Это цена за удержание Донецкой области. Всего лишь. А не за независимость Украины. Как всегда, оказывается, прав Арестович. Значит, прямо сейчас мы в прямом эфире. В общем, Трамп постит статью, Нью-Йорк Пост. Название статьи: «Импотентные европейцы могут только злиться, когда Трамп справедливо отстраняет их от сделки по Украине». Репост, как это, лайк и репост. Чтобы всем было все понятно об отношениях одних с другим. Смотрите, я почему так, скажем так, поднимаю вот эти вопросы. Мол, знают они, что делают. Есть четкое убеждение, что торгует Зеленский, единственное, чем может торговать, это только усилением мобилизации и, собственно, гнать как можно больше фаршу, скажем, мясо на фарш, да? Уникальная история, и вот здесь бы я хотел, чтобы мы подумали, это редко бывает, о будущем поколении. Сегодня, значит, пронесся скандал, что вот в Львовском детском саду девочке Даше, она москворотая, поэтому к ней не пришел святый Николай. Где вот просто, понимаете, вот
и ПСО, все фейки. Полезли искать в соцсетях эту женщину, которая сделала репост скрина с родительского чата. Не нашли. Значит, все фейк. Горсовет Львовский, мы проверили, вот, не знаю, полдня, да, вечера там, да, вот это все, мы проверили все львовские детсады. Не было такого. То есть нет, все равные. И Москва-Ротая, короче, тоже получили подарки. Блогер Алхим опять взялась за старое, сейчас тут понесется. Она их просто матом. Говорит, может, проблема вот в львовянах этих? Может, в этом проблема, а не в украинском языке и так далее. Смотрите, да, извините. И в финале, то есть я хотел бы присовокупить сюда еще один очень понятный жест, абсолютно всем понятный. Значит, Кишинев, ну, это место силы всей молодежи, да, ну, или кто может выехать. Там концерты в Кишиневе, и украинцы туда ездят. Это концерт Фейса. Значит, Фейс выступает, а в это время... Значит, украинский парнишка берет свой паспорт, ID-карточку и выбрасывает к чертовой бабушке. Вы понимаете, что это, можно сказать, ну, понятно, маргинал какой-то на концерте. Нет! Он берет, оно ему не надо. Понимаете? У него, может, там другие есть, и он будет другое ценить. И паспорт, и гражданство, и все остальное. И к этому привели мы в раболепии перед Львовом. Смотрите, давайте расставим точки над «и». Самые адекватные украинцы, которых я знаю в отношении языкового вопроса, исторического вопроса, будущего Украины и так далее, все как на подбор львовяне. Львов тоже очень разный. Они уехали, наверное, там остались. Нет, они там прямо находятся. Львов очень-очень разный. Теперь вопрос. Мы не можем установить истинную долю маргинала в обществе. Вот мы говорим, условно, 5-7% радикалов удерживают в заложниках 85% всей остальной Украины. 95% там, да? И так далее. Ну вот, смотрите, это же ситуация, которая требует немедленного ответа. Мы по-хорошему должны сейчас установить долю тех, только всерьез, например, референдум проведя, кто за остановку войны и на каких условиях. Вот тогда можно было бы опираться. А теперь второй вопрос. Вот мы берем мовных радикалов, там, условно говоря. Людей, которые нарушают Уголовный кодекс и Конституцию Украины. Допустим, их 5. Но люди, которые умеренно, они говорят, ну что вы всех нас фашисты записываете? Да, отдельные маргиналы ведут себя так, что вся российская пропаганда получает немедленное оправдание. Да? То есть работают против национальной безопасности Украины. Но их же 5 сумасшедших на всю страну, а вы прям страну фашисты записали. Вот всякие Арестовичи и Шелесты. Тогда мы им задаем вопрос. Где реакция властей? На брутальное нарушение Конституции, буллинг детей, как в Белой Церкви недавно, как во Львове. И что? И нарушение конкретных статей Уголовного кодекса. У нас целый ДЗНД есть, Департамент захисту национальной державности СБУ. Он должен такими вещами заниматься. Реализовывать, так сказать, как действия, направленные против национальной безопасности Украины. Реакции властей нет. Власти заигрывают с агрессивным меньшинством, нарушая Конституцию, нарушая законы Украины. Что является особо тяжким преступлением. Даже в мирное время, уже военное и так далее. Тогда мы понимаем, власти, если они ради того, чтобы не наказывать этих радикалов, не осуществлять правосудие, нарушают Конституцию, идут на такие крайние вещи, как нарушение Конституции Уголовного кодекса, значит, политический курс целиком направлен на поддержку борьбы с москворотами, 3-летними детьми в детских садах. Это же очевидная связка. Не надо заканчивать школу мышления Арестовича. Надо писать и читать, научиться, чтобы это понять. Но власти задаются вопросом, и агрессивное меньшинство, а чего вы, суки, не мобилизуетесь? А суки отвечают, а что нам мобилизоваться? За что я должен воевать? За то, что над моим 3-летним ребенком издеваются при полном поощрении властей, издеваются в детском саду? Я должен сейчас пойти умереть в ближайшем шторме за это или как? Это очень простой вопрос. Если бы государство немедленно пресекало
Если бы государство выполняло закон и Конституцию, и граждане видели, что работает государственная машина, пусть медленно, пусть недостатками, но она работает, что конкретные проявления антидействий, направленных против народа, начиная от налогообложения, заканчивая там бандитизмом, сеянием национальной розни и так далее, заканчиваются реакцией властей, то какая бы мысль была бы у гражданина? Государство свое. Государство криво, косо, медленно, коррупционно, но заботится о нас. Государство нас защищает. Ну, вроде как по совести надо пойти защитить государство и всех нас. Есть что защищать. А когда украинец зажат между опасностью на фронте, российская машина надвигается, и опасностью изнутри страны, где он знает, что если он выскажет свою позицию, просто позицию, на него государство, на него налетят радикалы, там, маргиналы, а государство станет на их сторону, что ему защищать? Что? Поэтому 16-летние выбрасывают паспорта на концертах. Вот что ему? Просто ответьте на вопрос. Вот в комментариях у нас сидят люди, ну, пару десятков тысяч, да, может, чуть больше. Ответьте на вопрос, что ему в таком случае защищать. Это очень простой вопрос. На это отвечала Голда Меир и Маннергейм. По крайней мере, им приписывают слова, что прежде чем требовать от людей умереть за их государство, вы обеспечите такое государство, которым захочется защищать. Ну, вам отвечают, что нет никаких государств, есть элиты с баблом, которые делят и убивают ради смерти. Так а чего гражданин должен умирать за элиты с баблом? Вот скажите, с какой стати? И самый популярный ответ – себя. Если бы элиты пришли и сказали: пацаны, ну так получилось, вы бедняки, а мы элиты. Но если сейчас нас завоюет некто, то и вам будет плохо, и нам. И конкретно объяснить, почему. Это что же надо суметь доказать, между прочим, что будет плохо, будет хуже. А поэтому давайте сделаем так, по-честному. Вы воюете, мы за вас тянем мазу по полной. Хорошо призываем, хорошо обучаем, хорошо снабжаем, выбиваем деньги международных партнеров. Там, я не знаю, как правильно командиров вам подбираю, чтобы они вами правильно командовали, берегли ваши жизни. Немедленно отзываемся на все недостатки. Стремительно реформируем систему по первым же сигналам, которые это по анализу информации. Вот прямо совершенствуем вооруженные силы на каждом шагу. От шоколадки, которую вы в сухпайке имеете, до действий главнокомандующего, анализа информации, выбора целей и так далее. С партнеров не слазим живыми, чтобы они вам там вас правильно снабжали и так далее. Кроме этого, смотрите, какая интересная штука. Наши дети воюют вместе с вами. Вот это главный сигнал на самом деле. Это почему Советский Союз, при том, что кадровая армия сдалась в плен вся в первый год войны, 5,5 миллионов пленных – это вся кадровая армия сдалась в плен. Воевали мобилизованные и побеждали мобилизованные. Но поскольку дети всей элиты, оба сына Сталина ушли воевать, Сталин получил и элиты получили моральное право. Да, мы вас репрессировали, ГУЛАГ, Голодомор, 5-10, но, ребята, страшный враг, наши дети воюют вместе с вами. В соседних самолетах. У Микояна один сын сбит. В 1942 году второй довоевал до конца войны, тоже летчик. У Хрущева сын погиб, летчик. У Сталина Яша, младший сын, погиб на коленной проволоке этого самого. Отец отказался его менять. Я генерала на солдата не меняю, хотя он был старшим лейтенантом. Все, народ сразу понимает. Это же очень очевидные вещи. То есть дети элиты. Смотрите, Россию можно ругать сколько угодно, но в Первой Чеченской войне, по-моему, погибло 26 сыновей генералов российских. Не прятался никто. Не уезжал за границу, все честно воевали. И вот если бы они ушли, они имитировали, потому что у нас очень много артистов, очень много там знаковых людей, типа в армии, и ни разу не видели солдата, ни разу не видели передовую, ни разу не видели противника и так далее. Агитационные бригады. Но и, понимаете, даже вот этого мостика нет. А далее это говорит: мы все боремся. Конечно, после войны вы останетесь бедняками, а мы будем ездить на Мерседесах. Но мы сделаем так, чтобы, первое, как бы мы поделимся. Во-вторых, выбьем из международного сообщества какие-то деньги, вас реабилитируем, будем всю жизнь лечить, пенсии платить, ваши дети в вузы будут поступать, за протезы будет каждый из нас лично заботиться, вот там одно министерство, вот там третье агентство и так далее, и так далее. Так это работает. Везде есть элита и народ, ну так получилось, мы элиты, вы народ. Смотрите, мы же пашем на вас, мы же понимаем, что это общее хозяйство, его надо защитить и так далее. Ничего и близко не происходит. Так что защищать рядовому украинцу? Простите, кого? Россияне приедут и закопают Днепр? Черное море, да. Ну, снесут памятник Шевченко, что произойдет? Отменят украинский язык или как?
У них в Москве до сих пор ты можешь пройти по бульвару Леси Украинки, свернуть, как на Ивана Франка, и выпить кофе на Киевском вокзале. И государственный язык в Крыму украинский. Вопрос, как это выполняется, но формально же, бляха, украинский, крымско-татарский и русский. Понимаете, да? И у них есть аргументы. Мы можем набирать статистику и говорить, что на самом деле там никто не говорит. Но они же говорят, так, извините, никто не говорит, люди не желают. А в Конституции это прописано. А давайте вот там очередная перепалка в ООН будет сейчас. Они скажут, вы наших детей забираете в корейские лагеря, и там что? Военизируете и заставляете говорить на русском языке. Была такая информация. А россияне скажут, а вы наших детей русскоязычных, точнее не наших, а ваших детей русскоязычных, булите в детских садах и не дарите им подарки от Святого Николая. Так может лучше ему украинскому ребенку в корейском лагере, может там ему хоть там подарок подарят, понимаете? Ну, да? Или сиротинушек отправляют в Турцию, все получают медали, а потом приезжают вот оно как, Михалыч, понимаете? Да. Поэтому, когда рассказывают про российское ИПСО, разложившее тыл, там, подорвавшее доверие к ТЦК и так далее, как это все плохо и ужасно, есть очень простой ответ. Нормально делай, нормально будет. Я 1000 раз говорил, еще раз повторю, ни одно ИПСО не способно справиться, если реальные действия практически и воплощают собой справедливость. Вот и все. Да, друзья, подведем итоги нашего опроса. Очень много ваших вопросов, все не поместятся, но будем стараться в режиме Блиц, конечно же. Значит, дойдет ли до катастрофы? 12% нет, в последний момент вырулят, все уступят. 28% уже дошло, просто сейчас делают вид, что все нормально. И 30% да, тогда война и закончится. Вот, катастрофа и закончится. Или 30%, что все идет по плану, тихой сапой. Короче, разнобой. Да? Люди по-разному оценивают катастрофу, потому что для каждого катастрофа своя. Не выработаны критерии катастрофы, да. Каждый считает катастрофой своей. Значит, друзья, переходим к вашим вопросам. Алексей Николаевич, вопросов много, но давайте. И вообще, знаете, мы вам очень благодарны за то, что вы все равно пишете, за то, что вы стучитесь в эфир, за то, что вы, собственно, дискутируете, да и просто пишите хорошие и добрые слова. Спасибо большое всем за хорошие и добрые слова. Хотел там, знаете, с вами пошутить, Алексей Николаевич, сколько стоят ваши санкции, да, кто из конкурентов мог заказать. Знаете, я очень благодарен за санкции и за то, что я вылетел из офиса в январе 23 года. Представьте, что я там остался бы до сих пор. То я же на всю жизнь получил бы клеймо, я бы же был ассоциирован с ними. Навсегда. Хай Бог милует, и он, видимо, помиловал. Видимо, да. Ну, это по поводу скороход, что там конкурентов заказать, сколько стоит, 250 тысяч в этом смысле. Данилова надо спрашивать. Он же там раздавал за санкции мне больше всех. Хухря. Когда про него пленочки выкинут, ну, я думаю, что... Хухря, видимо, у него там. Ну, да, так, все станет на свое место. Значит, поехали. Вопросы. Значит, почему сама Украина... Это больше Галиция, чем новороссийская идентичность. Ведь численно, как минимум, половина населения – это солянка народа со всей бывшей империи. Плюс Юго-Восток экономически являлся донором. Проблема не в том, что Юго-Восток, солянка, Новороссия, где армяне, сербы там и прочее, греки. Проблема в том, что настоящая, натуральная, пасконная, кондовая, коренная Украина тоже задавлена абсолютно. Я вам сильно рекомендую беседы Данила Яневского с академиком Толочко Алексеем. 2 коренных украинца. 2 выдающихся украинца. Яневский не кто-нибудь, а ведущий специалист по вызвольным змаганням. То есть по истории ОУН, УПА там, и так далее, и так далее. Записной западенец, дальше некуда. Толочко гигант, сын академика и сам академик, как бы, да, историк и прочее. Вот они там ведут беседы, где показывают, что пьемонтская вот эта вот условная галицийская идентичность, которую нам навязали, хотя мы уже выясняли, что Галиция тоже бывает разная, была навязана всей остальной Украине и подавила не свободный народ Донбасса и не Одессу, а в первую очередь натуральную коренную Украину от Полтавы до Черкас. Они показывают, что Украина первая разная, второе разнообразная, третье, что огромное количество политической, идеологической мысли было, но все свелось бляха к Донцову, который сам из Мелитополя, на секундочку, и и Шухевичу с Бандерой. Угу. На огромную разнообразную страну. Они показывают, Донецкий, как Яневский, как специалист показывает, насколько это крайне маргинальное учение.
И то, что одному симпатичному представителю одного симпатичного южного народа из Кривого Рога и диакону Московской церкви Порошенко, русскоязычному быту, захотелось поиграть в армию Мову Виру, потому что они поняли, что политтехнологически ставка на агрессивное большинство дает в изломанной, поломанной, искалеченной, обманутой, обдуренной стране непосредственную политическую выгоду, даже ценой проедания будущего страны. Эти два преступника, Порошенко и Зеленский, это преступника исторических перед украинским народом. Это не означает, что как бы они поймали за бороду историческую правду. Она совершенно другая. Более того, я вам страшные вещи скажу. Галиция другая, Львов другой, иммиграция другая. Один из выдающихся деятелей украинской иммиграции, слова по-русски не знавший, живший в Канаде, написал на независимость Украины. Он предупреждал, что атаки на русский язык кончатся гражданской или внешней войной в Украине. Что категорически нельзя это делать. Коренной львовянин в третьем поколении, иммигрант, ненавидящий Советский Союз и так далее, и так далее. Он говорил, Украина огромна, многообразна, разнообразна, и ее надо сохранять, это разнообразие. Это залог гражданского и внешнего мира. Ни в коем случае он категорически выступал против наезда на русский язык. И таких было не один и не два. Мы просто не знаем своей собственной истории, свое собственное разнообразие и не слушаем. Потому что недобросовестные, нечистоплотные политики подняли на знамена тех, кто в конце концов всегда заканчивает расстрелами детей. Их пока только булят, потому что времени не хватило. Но, как говорил один мой знакомый, как табуретку не выбивай, все равно национал-социализм получается в итоге, понимаете, да? Вот и все. Благодетель пишет, значит, длиннющий текст буду сокращать. В общем, Украина для ЕС, дешевый ЧВК, готовый драться за мифы НАТО и ЕС и права человека. И все. Не потому в Брюсселе сидят коварные масоны, а потому что геополитика так устроена. Страна может быть инструментом давления на соперника, она им и будет. Сильная независимая Украина ЕС не нужна вообще, потому что независимая Украина начнет заигрывать с глобальным югом, торговаться, диктовать какие-то условия. И в этот момент инструмент превратится, собственно... Это чистая правда, но... Вот, смотрите, суть вопроса. Значит, ЕС не нужна свободная, богатая, самостоятельно. Им нужна именно антироссия. Когда вы, Алексей, говорите, что ЕС якобы не станет финансировать странный режим после войны, возникает простой вопрос. А чем они занимались все эти годы до и во время войны? Они выращивали этот проект, вкачивая десятки миллиардов. Инструмент работает. Зачем от него отказываться? Не-не-не, вы плохо понимаете ЕС. Выращивали левые глобалисты, сидящие в администрации, грубо говоря, в Байдена. Вот. Европейцы очень поздно в это все впряглись. Они впряглись уже после начала войны. Они сообразили, оказывается. Вы же поймите, в отличие от вас, извините, я общался очень плотно с европейцами в трехсторонней контактной группе, в нормандском формате и даже потом в стамбульском. И так далее. И они тогда еще не были залихватскими парнями, решившими использовать нас против Путина, вырастить Украину как антироссию и так далее, и так далее. Они позднее сообразили, что это очень выгодно для них. Уже в 23-м или 24-м году где-то так. До этого это занималась нормальная администрация Байдена с его товарищами, левыми глобалистами ЕС. Всегда были престижные. Что касается... Они идут на подхвате, у них нет самостоятельной игры в этом отношении. А теперь смотрите. Все это правда в чистом виде. Более того, сейчас в личных беседах они так и говорят. Да, мы вас используем как сдерживатель России, как дешевая ЧВК. Но те из них, кто нам сочувствует, и прямо называют это трагедией, хотя продолжают реализовывать эту политику в интересах своих народов и всего объединения в целом, они говорят, а зачем вы на это согласились? Вы же понимаете, что если бы не согласились, мы не смогли бы вас использовать. Даже вот смотрите, вот очень сильно дать все деньги и все оружие, а человек говорит, я не буду воевать. Деньги возьму, я воевать не буду. И все, и ты уже не можешь его использовать как ЧВК. Зачем вы согласились быть ЧВК? Так, рано или поздно придется искать деньги для дыры в бюджете. Возникает вопрос, кто будет оплачивать нейтралитет? Украина будет слаба, зачем платить за нейтралитет, если можно платить за или про российскую Украину, или про Евросоюз? Вот поэтому и надо выстраивать отношения с глобальным югом, потому что в ЕС нам не удалось и не удастся. В России в объятия вы же не захотите побежать, скорее всего, восстанавливать нормальные экономические отношения, там, экономические зоны общие и так далее. Это зачеркнуто на ближайшее время, к сожалению. Вот. Остается глобальный юг.
Американцы, администрация Трампа сказала, так давайте мы вам пошлины отменим на 10 лет. Это же гораздо лучше, чем ну, там 100 ракет или даже 1000 ракет. Но они же не мыслят в таких категориях. Наши вожди. Алексей, кто будет воевать за Прибалтику, если Америка на Европу все скидывает? Европейцы и будут воевать. Степень успеха я даже сейчас обсуждать не хочу, но они будут воевать, потому что в противном случае рушится НАТО или рушится ЕС. Как это самое. А они бенефициары и НАТО, и ЕС. Это значит, если не воевать, это остаться без чего? Без стейков. Поэтому европейская бюрократия, лидеры многих европейских стран дадут команду воевать, и они будут воевать. Вы серьезно думаете, что будет война? Они будут воевать. Они очень сомневаются. Страны Балтии, эти вот здесь сидят, они не хотят за них воевать. Но если нападут на страны Балтии, они будут воевать. Буквально будут. Давайте сейчас в стороне о степени успешности этого. У меня свое мнение на этот счет. Но как бы воевать будут 100%. В противном случае рушится система, бенефициарами, которым они выступают. Ломается механизм образования их личного дохода. Экономического, политического, социального, исторического. Какого хотите, какой дурак на это пойдет. Это катастрофа. Будут воевать. Катастрофа худшая, чем война. Да, переносимся в сообщество YouTube. Фатима, ПТСР – это проблема. Сколько времени и как надо будет выводить солдат из этого состояния? Долго, нудно, и в Украине совершенно нет средств для того, чтобы с этим расправиться. Но я могу сказать, что у государства, у которого есть будущее, у общества раны, в том числе психологически, заживают 4 раза быстрее. А если будущего нет, то они умножаются на 10 и доламывают последнюю спину верблюда. Последнего верблюда. Поэтому вопрос, какое будущее мы будем строить для Украины после войны. Если это будет будущее светлое, дающее надежду, то ПТСР будет очень быстро как бы таять. Если нет, то будет приобретать все более уродливые, гротескные, опасные формы. Только усугубляться. Так, значит, вот из клуба вот такой вопрос. Вопрос для Алексея от Виктора. Некоторые медийные персоны, например, такие как Невзоров, Яковенко, утверждают, что вся сущность России в агрессивной, экспансионистской политике, и она всегда будет такой, если не распадется. В то же время перед нами есть пример корейского народа, который за несколько десятилетий одновременно показал выдающийся успех Южной Кореи и тоталитаризм КНДР. По вашему мнению, Россия обречена на ту или иную форму шовинизма, или все будет зависеть исключительно от политики будущей власти? Хорошо. А в 1815 году, когда российские войска, контингент российских войск ограниченный был во Франции, почему они вывели войска? Победители Наполеона могли оставаться. Если они хотели экспансионистской политики и так далее. Почему в 1848 году, когда было подавление венгерского восстания, польского восстания и так далее, зашел контингент, задавил венгерское восстание и вышел оттуда? Почему не потребовали себе и не оставили хороший кусок? Как это так? Эти проклятые экспансионистские, эти самые. Почему они земли Китая уступают, если они такие экспансионистские, со страшной силой? Вопрос. Андрей, Алексей Николаевич, вы что-нибудь слышали о новой стратегической концепции США под названием «энергетическая сверхдержава»? Нет, это часть концепции, которая предполагает резкое усиление производства электроэнергии всеми доступными способами, в первую очередь для того, чтобы обеспечивать растущие потребности и генерации искусственного интеллекта и работы его. Он же требует бешеных энергетических ресурсов для этого. А поскольку у них сделана ставка на ИИ как технологический прорыв БД обеспечения конкуренции, то есть это центр государственной политики Соединенных Штатов. Трамп недавно соответствующий план подписал. То нужно очень много энергии. Поэтому, конечно, они хотят стать энергетической сверхдержавой и уже сейчас очень сильно отстают от Китая. Им надо этот разрыв компенсировать, а желательно обогнать. Так, добрый вечер. Вопрос. Алексей, как вы считаете, не появилась ли в нашем мире странная, страшная тенденция? Вот Зеленский 1,5 года назад подписал какие-то гарантии безопасности с Францией, Германией и так далее и тому подобное. С 28 государствами, как они сказали. Да, колесил весь мир. И все трясли этими переможными бумагами, которые так толком никто и не видел. И вот он апогей.
Уже Трамп президент, и теперь он подписывает уже 351-й мирный договор, и теперь у меня такой к вам вопрос. Не только теперь про грядущий мирный договор, а вообще про весь мир. Не оказались ли мы в ситуации, как в том фантастическом фильме «Не смотри наверх», и тогда все будет хорошо? Давно оказались. Я с этого начал, и всю линию проводил сегодняшней программы, что есть реалисты в политике, а есть идеалисты в политике. Я сам идеалист, я за идеалистов. Но только на одном условии, если эти идеалы могут быть чем-то обеспечены. Если я говорю не отдам, а у меня нет физических сил, или я не хочу делиться, или давать свои силы, чтобы удержать Донецкую область, то не отдавать ее на словах можно сколько угодно. Понимаете, когда Франция, Британия и немцы говорят, мы не отдадим ни пяди территории Украины, так нельзя. Я жду французский, британский и немецкий контингент, который помогает это не отдавать. Или хотя бы Таурусы нам переданы, понимаете, даже вопрос, который не может решиться 4 года. Так нет же ничего. А на словах можно не отдавать сколько хочешь. Ну, это балаболы, понимаете? Да. Их недаром Трамп называл же, что они не вменяшки. С точки зрения Трампа того же. Трамп говорит, вот реал-политик, я предлагаю совершенно реальную сделку. Целью этой сделки является обеспечение независимости и самостоятельности Украины. Уже выйдите из этой долбанной Донецкой области, там же нет ни жилья, ничего, ни экономики, ничего. Полоса просто. Мы введем туда контингенты какие-то, а вам начнем активно помогать строить разумную, нормальную страну, в том числе с сильной армией, которая может предотвратить второе столкновение. Вот же план американский. Нет, мы не отдадим. Ну хорошо, вы отдадите ее, потеряв еще 80 тысяч человек убитыми, разрушив окончательно все эти города и так далее, сделав непригодными производство. Где эвакуация, кстати, заводов? Нет, вот Точного производства, да, из у меня Краматорска. просто предки, ну, там, шахтеры, да, дед был по материнской линии шахтером, и вот я смотрел на эти кадры сердца, и я представляю, как у мужиков сердце разрывалось. Это вот Добропольское направление, и там на северо-запад шахта есть. И они берут и вырубают рубильники, гасят свет после себя, говорят, все. И там Давайте так. похороны, Да, я понимаю. шахты. Это у всех очень сильно болит. Новокраматорский завод уникальный, например. Он производит вещи для космоса, которые ни в одной стране мира не производят. Это уже не восстановить, к сожалению. Теперь вопрос. Вот я, и он не один такой, старый Краматорск. Ну, короче. Так вот, как мы называем людей, которые говорят много красивых слов и не делают ничего для того, чтобы хотя бы там 10% обеспечить этих слов? Балаболы. Ну вот. Вот вам, пожалуйста, вот вам оценка американской стороной лидеров Европы и Украины. Да, просто А как мы назовем тех, кто еще на этом все ворует и расплачивается за свои бабки жизнями своих граждан? И, более того, будущим своих граждан. Если бы эти же жизни укладывались ради светлого будущего, ну, страшная цена, но еще куда ни шло. А когда это для беспросветного будущего укладывается, для еще более худшего будущего, то для чего? Вот так каждому украинскому солдату сейчас заглянуть в глаза и сказать, брат, спасибо тебе или сестра, что ты защищаешь Украину. А теперь скажи мне, как ты относишься к буллингу 3-летних детей в детском саду? Ты за это воюешь? Так, следующий вопрос. Он скажет, нет, не за это. А за что? Как ты к этому относишься? У тебя есть голос по этому поводу? Не спрашивают его. Что ты нам скажешь на эту тему? Нет мнения военных на этот счет. Почему-то они не спешат выступить в социальных сетях, там, вступиться, рассказать, что я не за это воюю. Что я против. А то голос армии у нас есть, но он почему-то по очень специфическим вопросам. Там, где речь идет военные, которые себя, мягко говоря, пытаются сделать имя на войне. Как бы, да? Да, они любят выступать по вопросу там, убийства ТЦКшника, по правам военных. Мы ведь вернемся, наведем порядок, вы нам всем должны и так далее. А по ключевым вопросам, которые должны возмутить любого человека в форме и с оружием, как бы детей в его тылу обижают, детей, которых он защищает, почему-то голосов не слышно. Интересно. Как так? Ну, еще там говорят, надо оружие разрешить применять ТЦКшникам. Оружие надо, чтобы убить еще папу этого ребенка, да, еще где-то в тылу, чтобы потом было там и так далее. Это те, кто хочет власти военных. Вот украинцы, они хотят, очень многие еще до сих пор заблуждаются и хотят головой в штангу приехать еще раз. Вот они очень хотят власти военных. Ну, вот, видимо, надо прийти к власти военных.
годика на 1,5-2, чтобы украинцы уже и это похавали полной ложкой. Возможно, тогда опомнятся, но и тут нельзя как бы 100% положиться, потому что нация демонстрирует удивительные приключения со своим сознанием, невиданные в этой истории. Все еще. Так, Алексей Николаевич, как вы относитесь и согласны ли вы с такими, в кавычках, предсказаниями? Израиль сольют, в Украине война закончится в следующем году, Трамп и Путин поделят Европу, США и Китай будут воевать. Спасибо за ответ. А кому сольют Израиль? Ну, арабам, наверное. Как? Палестину создадут. Израиль, ну, Или- это не или- слив Израиль. Ну, или Иран победит, там, А разбомбит все. как он победит и как он все разбомбит? Если 98% целей сбивается, летящих на Израиль, 99 даже. Израиль победить, это надо как бы, опять же, балаболить можно сколько угодно. Про Новый Иерусалим и так далее. Это же физически надо уметь осуществить. Это сложно. Израиль-то сам себя обеспечивает вооружением военной техникой. И армия у него сверхмотивированная, и общество. Они будут драться до конца. Ты задолбешься их с ними воевать, их стирать и сливать. А вот мы только балаболим. А когда речь идет о том, что, ну вот смотрите, ну, все хотят не отдавать, или многие хотят не отдавать Донецкую область. Когда это говорит человек с оружием в руках Донецкой области, я говорю, окей, я не согласен, но я его уважаю. Человек говорит, да, я здесь с оружием, моя позиция не отдавать, и я воюю здесь, чтобы не отдать. Но когда это говорит любой человек, который не имеет никакого отношения к Донецкой области и не спешит там оказаться, ну как это квалифицировать? Так вот, израильтяне не похожи на этих. Они-то будут стоять за свою маленькую израильскую область до конца. Это поди их там еще... Значит, в следующем году закончится в Украине война? Да никто не знает, на самом деле. Но я думаю, что она закончится в исторические сроки, потому что мы просто не вытянем ее. Если Штаты всерьез перекроют кран, а судя по всему перекроют, как бы все очень просто. Смотрите, это уже закончить ее очень просто. Нужно дождаться крупной катастрофы на фронте. Какой-то. Да? Нужно или хотя бы физического взятия Донецкой области. А темпы могут очень сильно ускориться при отсутствии американской помощи и неспособности европейцев ее компенсировать, и при том, что творится у нас с призывом и при всем остальном, то тогда, хорошо, вот уже Донецкая область вся под Россией. Что дальше воевать? Встанет вопрос. Раз. Во-вторых, еще проще вариант сейчас выкинуть пленки на Зеленского, чтобы его народ снес просто. Или парламент был вынужден занять позицию, импичмент объявить, потому что иначе нельзя. Вот. А потом Юлия Арахамия или некто X в Рио президента может спокойно подписывать, и на нем не будет никакой вины. Потому что он скажет, так это же я, это Зеленский довел, я вас спасаю. Что фронт прорван, они сейчас дойдут до Киева. До Днепра, до не знаю, вы всерьез этого хотите? Я вас спасаю этой подписью. И будет же спаситель. Поэтому все упирается в отставку Зеленского, на самом деле. А уж технически ее обеспечить не так сложно. Вопрос, пойдут ли американцы на этот шаг. Но, судя по заявлениям Трампа, он меня очень сильно расстроил. Он меня разочаровал. Шансы очень велики. Трамп и Путин поделят Европу. Не поделят они никакую Европу. Как ее поделить? Как ее поделить? Американцы захватят все по линии ГДР, ПНР и ЧССР, а россияне захватят этот самый. Технически невозможно. Что значит поделят Европу? Ну и США, Китай будут воевать. США и Китай могут воевать, но и что это меняет? Повоевали. Єлизавета Лук'янова спрашиває, що має зробити держава та народ, щоб повернути награбоване поточним керівництвом держави? Як зробити, щоб вся ця шайка не втекла за кордон і не залишилася без покарання? Смотрите, даже если они убегут за кордон, их всегда можно туда достать, вернуть, финмониторинг устроить, деньги проследить и так далее. Было бы желание. Вот. Это желание определяется кем? Тем, кто им давал эти деньги. И хочет ли он расследовать. А они всегда смотрят не на деньги, а на политическую целесообразность. Деньги они всегда допечатают. Когда сукины сыны творили для Запада правильные вещи, им даже людоедство прощали. А не только не только сорванные деньги. Или волей народа Украины. Скажите, народ Украины имеет голос? Он на что-то реально влияет? Ну, смотрите, народ гражданский не имеет. Военный, мы только что говорили с вами, не имеет. А кто вообще в Украине имеет голос? Никто не имеет. Давайте честно скажем. Мы построили державу, в которой происходящее определяет 5-6 эффективных менеджеров. Все, это честно.
Вот и все. Поэтому они могут делать, что хотят. И они делают, что хотят. А вот сможет ли народ спросить с этих 5-6 менеджеров, это зависит от того, каких менеджеров они выберут взамен, в какие условия их поставят. Так, Знаете, мне сказали, я разговаривал с одним Мгм. интересным европейским политическим лидером, таким, который глубокий противник миграции, в том числе миграции украинцев. Он говорит, нет, мы готовы их принимать и принимаем. Я первый, кто их принять на время войны, а когда война закончится, пусть уезжают. Я говорю, а почему ты против? Это же белые христиане, которые приехали, вот 5-10. Говорит, смотри, это белые христиане, очень хорошо. Они приносят ко мне в общество, которое провело 5 революций, бесчисленные гражданские войны, там пролило огромное количество жертв борьбы, приносят затхлый опыт политической неудачи и коррупции. Они говорят, эти люди не борются за свои права. Они не выходят на митинги. Они голосуют за кого попало. Они не отстаивают свои реальные права. Мгновенные сотни тысяч демонстраций не охватывают Украину даже в мирное время, когда власти что-то делают не так. Нет спроса, нет независимых СМИ. Никто всерьез не задает вопросы. Парламентского контроля нет. Они приносят сюда опыт неудач политических. Они отравляют мое общество. А еще притаскивают коррупцию. Начинают пытаться решить, передернуть и так далее. Они мне здесь не нужны. Я не хочу подсаживать ядовитые элементы в мое в целом здоровое общество, он говорит. Поэтому я категорически противник миграции из Украины. Вы неудачники политические. Я не хочу иметь здесь людей, просравших свою страну, он говорит. Потому что они научат и нас просрать свою страну. Я говорю, так ты же элита, ты же там политик, лидер крупной партии, устойчивый и так далее. Он говорит, да. И как ответственная элита я не хочу таких людей здесь. Не хочу. Научитесь бороться за свое у себя в стране, и мы будем рады вас встречать гостями. Разумно. Серьезный вопрос для эфира. Очевидно, что Валерий Залужный и Кирилл Буданов будут выдвигаться кандидатами в президенты под протекцией Англии. Если кто-то из них придет к власти, перехватит эстафету Зеленского и продолжит войну, то народ все равно же захочет мира и остановки боевых действий. Вопрос. Алексей, можете ли вы дать слово офицера, что вы не протеже Англии и не будете кандидатом в президенты под протекцией короны? Я не кандидат от Англии. Более того, я вообще не собираюсь на этом сроке никуда баллотироваться. Ни в парламент, ни даже в областную раду, ни даже в район, ни даже президента. Услышьте меня. Я дождусь отстоя пены. Вам надо еще один урок получить, друзья мои, еще один круг пройти. Он будет маленький, возможно, не такой длинный, не 7 лет. Но обязательно, судя по общему настроению, еще не все шишки, еще верят в военных, как политических лидеров. Хорошо, покушайте. Есть и другое мнение. Согласно опросам, военные, все эти кандидаты дуты, а военных очень недолюбливает тоже общество, и кандидатов их не видят. Мы не знаем. Правда в том, что нет реальной информации, выборы покажут. Но если вы выберете не военных, а центром станет, например, парламент, новый расклад политических сил, гражданские партии, которые создадут какое-то правительство, замечательно, посмотрим, какую страну они будут строить. Куда спешить? У солдата вечность впереди. Ее со старостью не путай. Хорошо, допустим, военные не пришли и начали более-менее строить нормальную страну. Но если мне будет хотеться, и я буду чувствовать необходимость, через электоральный цикл еще раз попробуем. Почему нет в нормально организованной стране? А если и они то возможно, приедем спасать, возможно, не приедем. Смотря какой общественный запрос. Я чутко реагирую, друзья мои, на ваше настроение. И когда вы скажете, Алексей, надо, я обязательно приду. Но пока я все еще шпион, я все еще агент ФСБ, я все еще под санкциями, я все еще сбежавший подполковник, мне вообще нельзя регистрироваться в ЦИКе. Так чего же вы от меня хотите, друзья? Алексей Савич вопрос задает. Алексей говорит, что украинцы бегут к государству. Но ведь Украина построена самими украинцами, и украинцы, получается, таким образом бегут от самих себя, от украинской мортальности. Получается, что проблема не в президенте, не в ТЦК, а в самом народе.
Но если в такие сферы уходить, то я вам скажу страшную вещь. Политический лидер является символическим, а часто и буквальным отражением того уровня сознания, которое в целиком есть у его народа. Ну, если по массе распределить. Понятно, что в народе там Гаусяна, от гениев и лауреатов Нобелевской премии до как это, пациентов сумасшедшего дома. Но в целом политический лидер отражает. Вот Зеленский – это состояние сознания украинского народа на 19-й год. Его чаяния и надежды, вложенные в Зеленского. Как бы все политические элиты, политическое устройство – это набор этих чаяний, состояния сознания. Поэтому бороться надо за состояние сознания народа. На самом деле, иногда через страдания доходит, иногда не доходит даже через страдания. Это тяжелый, серьезный путь. Я немало сделал для того, чтобы улучшить состояние сознания народа. Делал и делаю. И для этого не надо иметь политическую должность, заметьте, друзья мои. Это можно делать и вот так, и другими способами. Поэтому я свою долю работы делаю. Главное, чтобы все остальные украинцы ее сделали. Спросите, Саша, пожалуйста, у Алексея, почему он не рассказывает, как в начале войны заходили денежки в страну и распределялись офисом президента. Он же видел, знает. Зачем молчит? Не видел и не знаю. Это раз. А во-вторых, я в прошлой передаче вам сказал, что палетами заходили. И палетами разгребались. Как бы, ну, вы следите за моим творчеством, пожалуйста, в развитии, а не только отдельно. В прошлую передачу возьмите, я говорил, палетами. Физически лопатами и грузили в сумки и растаскивали эти деньги. И все время войны. Начиная с 22-го, заканчивая еще в 24-м, все это происходило, насколько я знаю. Я помню, как Алексей говорил, Марина пишет, что после начала войны Зеленский перестал играть президента и на его глазах превратился в настоящего президента. А все эпитеты тогда были положительные. Но в прошлом эфире с вами он сказал, что увидел, как Зеленский на его словах на 9-й день войны превратился в чудовище. Зачем Алексей так хвалил его в прошлом и что случилось именно на 9-й день войны? На 9-й день войны он принял ряд решений, после которых я понял, таких кадровых, после которых я понял, что речь идет о том, чтобы, первое, сохранить коррупционную систему, второе, вся тяжесть войны переложить на иностранцев, доить их на деньги и оружие, как бы, да, и продолжать тихонечко грабить под этой самой войной. Ну, во-первых, у меня были определенные сомнения. Во-вторых, вы представьте, в какой обстановке мы действовали тогда. Это все могло проявиться в тенденциях. Мне сильно было не до этого, честно говоря. Не до тенденции. Я давал по 100 включений в сутки. 55 дней подряд. Еще пресса, которая пресса, бумажная. до 100 студентов. А это же, кроме этого, у меня было и другими вещами, которыми я занимался. Не будем уточнять. Понимаете, да, помимо этого всего. Поэтому я наблюдал, как и все, за его эволюцией, за его динамикой. Мне хотелось верить в лучшее. Я занимался тем, что удерживал там веру народа в победу, как бы, да, и так далее. Не давал провалиться людям в истерику, как бы, да, и прочее. Работал на информационном и не только фронте. У меня было чем заниматься. Но даже если он переродился, это я сейчас, оценивая задним числом, понимаю, что что-то не так. А тогда на это я посмотрел, подумал, ну, может, частная ошибка. Может, ну, залажал он с этими 3 назначенцами, там, а дальше там, как бы, еще и так далее. Это мне все стало ясно где-то вот к ноябрю 22-го. Потому что я видел, что Путин принял 5-6 стратегических решений, а Зеленский их не принимает, фундаментальных, которые тогда уже показали, что мы эту войну проиграем, скорее всего. Так, подождите, тогда был вообще какой-то подъем? И второе, нет, подъема не было. И второе, ноябрь 22 года. 22 уже не было. Я уже публично, находясь в офисе, начал вступаться за церковь, которую начали преследовать. Ну я имею в виду подъем военный, что мы же освободили там подъем военный, да, Херсон освободили, ведь Харьковская операция была, и уже были передергивания с акулой, съевшего российского туриста, с трупами российских солдат. Напоминаю, что я был в офисе и активно, на пике своей славы, влияния, и я активно с этим боролся уже тогда. По церкви наши позиции вообще начали с офисом расходиться и послужили одной из главных причин, почему они со мной попрощались. Что я публично, будучи в передачу Фейгина, который всегда занимал, мягко говоря, крайние позиции, в том числе в отношении церкви, я уже вступался за ним. Можете поднять и посмотреть. Поэтому, по мере того, как я понимал, я немедленно это вам выдавал. Вы не сможете меня упрекнуть в том, что я что-то понимал и не говорил. Я всегда, как только понимаю, сразу и говорю. С этого я имею свою долю неприятностей. Но я всегда говорю. А если упрекнуть меня в том, что я быстро не понимал, друзья мои, вы столько сейчас не понимаете. Но я же вас не упрекаю. Я вам сочувствую, пытаюсь объяснить. Как бы, да, помогаю вам понять. Вместо того, чтобы говорить, козлы, ничего вы не понимаете, дураки и так далее.
Так, поехали в чатике буквально немножко. Значит, да, спасибо, благодарят Алексея. Вопрос Алексею от Владислава. Значит, если Европа, Штаты ушли, Европа тоже внутри зажимают, как вы думаете, может ли Зеленский сделать ход конем, как вы говорили когда-то, в Москву и договор? Нет, его не примут. Уже все. Все, он приговорен. Да, в Москве это без вариантов. Россияне очень гибкие, они могли бы пойти на такой трюк. Но первое они его спросят, что они спросят, а ты вот этот переворот сможешь реально обеспечить, поворот в сторону России? А что он может сейчас уже реально обеспечить? Ничего. Поэтому никто с ним не будет говорить. Если бы он мог, как Кадыров, например, в свое время, технически сейчас рассуждаем, не морально, а технически обеспечить, что разворот Чеченской республики или Ичкерии и так далее в сторону Москвы, ну да, ты можешь реально обеспечить, за тобой стоит реальная сила, такое зона влияния, можно говорить. Это человек, который говорил, что я в 16 лет убил первого русского. Герой России, на секундочку. Россияне очень гибкие, но для этого ты должен иметь реальную силу, за тобой кто-то должен стоять. Ну, кто сейчас стоит за Зеленским, кто будет выполнять его приказы, тем более такие, на разворот на 180. Очень просит Юрий комментарий по делу Скороход. Подстава или она была в связке? Ну, какая подстава? Ну, как вы представляете, вот НАБУ, СБУ и кто там, нацполиция совместно занимаются подставой? Это десятки людей, которые с друг другом в очень сложных отношениях, как правило. И про это знают сотни людей. Даже если операция совсекретная, бумаги ходят, все совещаются и так далее. Все молчат, но все знают. Пресса. Кто-то хочет слиться, кто-то хочет посидеть начальника, кто-то хочет там, я не знаю, что, вырваться в дамки, кто-то хочет заработать на откате. Как вы думаете, ну вы всерьез верите, что 3 таких разных ведомства, которые живут как кошка с собакой у нас? Напоминаю, что НАБУ у нас преследует СБУшников, а СБУшники НАБУ взяли, собрались и организовали подставу несчастный Скороход. О чем вы говорите? Ну, то есть она в связке. Ну, конечно, в связке. Ну. Вообще, конечно, это... Не, ну это докажет у нас суд, бла-бла-бла, но все же понятно на самом деле. Нет, я просто к тому, что вроде такие вот оппозиционные, они все равно полезные, Да, там, денежку приносят. на них клейма негде ставить на всех, на этих оппозиционных. Я просто об этом. Значит, вопрос... Напоминаю, что это Соросня. Соросня у нас что? Отвечала за безопасность энергетики. Ну как, вы сильно довольны ее результатом? Нет, она же не Соросня. Ну, Как не Скороход. Соросня? А кто? Скороход мажоритарщица. по Ну, Киевской мажоритарщица, области. в какой она фракции, простите? Она сейчас в Давире, а была Ну, со да, слугами. Ну, со слугами, да. Ну, проходила. хорошо. Это ж с Ну, Поляковым хорошо. там. Это я, может, ее перепутал с кем-то, но, условно говоря, это молодая депутатская поросль, там приличных людей раз-два общался. Они есть, но их мало. Мгм. Значит, будет ли Арахамия договороспособен, если... Я скажу так, если у нас ПИПа задержала подростка из Одессы, не уведомив родителей, с помощью полиции, совершив набор чехчайших преступлений, и ей сошло с рук, то что бы Скороход не попробует раздеть на санкции бизнесмена? Это чай не 17-летний подросток. Им же сходит все с рук. Как бы, да, ну, а что нет? Ну, и не села же. Ну, имеется в виду, что... Не просто не сила, она продолжает свою бурную деятельность, бороться с своим и так далее, 17-летними детьми. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Какие люди в военкомат вы хотите в ТЦ добровольцев после этого? Родители этого 17-летнего пацана, папа его должен пойти воевать за Украину или как? Или он сам уже, ему уже не 17, должен пойти завоевать? Если его народный депутат незаконно задержал, угрожал, удерживал без уведомления родителей. Это похищение ребенка вообще-то, ребята. На секундочку. Но часть из вас гикала, часть из вас одобряла, а теперь она требует, чтобы эти люди, чтобы другие люди, которые это не одобряли, шли за вас воевать. Пардон, так не работает. Можно очень хотеть, чтобы оно так работало, но оно не работает, оно не взлетает просто. Вот и все. Так, давайте в ваш чат заглянем тоже. Скажите, пожалуйста, кто будет отвечать за те жертвы, которых столько людей Европа сотворила с экономикой? Посадят ли политиков там? Там не посадят, а здесь будут отвечать те, кто так, как вы сумеете с них спросить.
Тут Хотя в Европе садят. У нас же арестовали бывшего комиссара по иностранным делам Могерини, да, все за откаты какие-то пятые. Смотрите, Европа садит. Вот мы ее ругаем, а она садит своих высших чиновников. Это высшие чиновники, еврокомиссар вообще-то высший. Это как ЦК КПСС было в свое время в Евросоюзе. Невозможная величина. Посадили. Второй под подозрением. Мгм. Значит, кстати, очень хороший вопрос, я как-то выпустил, но мы, правда, вот о таком, но это тоже стоит внимания нашего эфира. Оцените, пожалуйста, и вынесите вердикт, просит пользователь, по ситуации с Коломойским сегодня. Да, я как раз хотел сказать. Видите, он только объявил какое-то очень важное сообщение. Это момент, когда Зеленский в Лондоне. Это сообщение могло сотрясти основы. И машина поломалась. Не смогли доставить. Так. А теперь вопрос. А как вы так администрируете страну, что у вас не нашлось машины для дела, как вы говорите, про украденное у государства и у народа $4,5 миллиарда? Вы этого функционера не можете в суд доставить. Ну, что вы там собрались удержать и реформировать, скажите? Они же не понимают, как это звучит. Зеленский говорит, я в Лондоне, говорит, я удержу Донецкую область, не отдам. А ему журналисты, по-хорошему, они почему с журналистами не стали общаться? Потому что нормальный журналист задал бы им вопрос, если вы машину не можете найти, важнейшего свидетеля и спонсора вашей избирательной кампании, которым вы потом поссорились, доставить в суд. Что вы там собрались удерживать? Каким образом? На такси доставьте. Это, конечно, просто. На велосипедах привезите. То есть, смотрите. На руках принесите. Смотрите, то есть отступление из кармана Мирнограда, а этого же, вы помните, всегда же во время важных визитов куда-нибудь Зеленского все сыпят хорошими новостями, несмотря на то, что задница на фронте. Отступление можно, там, пускай дают информацию во время там, сегодняшнего Лондона, завтрашнего Брюсселя. А то, что Коломойский бы сказал, нельзя, омрачит. Вот по возвращению пускай тут уже говорит. Ну, давайте поставим вопрос шире. А вообще, почему человек не может сделать заявление для прессы, даже в следственном изоляторе находясь? Он же не осужден, да. Он гражданин Украины, всего лишь подозреваемый. А это раз. А во-вторых, а где решение суда нет? А где у нас сказано, что заявление для прессы не может сделать даже осужденный человек? Вы признаны преступником, отбывающим наказание. Где у нас такое положение, что преступник не может сделать, лицо, отбывающее наказание, не может сделать заявление для прессы? Так, ну давайте вот на хорошей ноте завершим сегодняшний эфир. Здравствуйте, Алексей. Как вы считаете, как новая власть в Украине сможет урегулировать вопрос ненависти ко всему русскому, что укоренилось у большинства украинцев? Вопрос из Москвы. Спасибо вам большое за эфир. У большинства украинцев не укоренилась ненависть к русскому. Это небольшая кучка маргиналов, а сила их в том, что их, точнее, неизвестная нам по размеру кучка маргиналов, сила их в том, что Зеленский и Порошенко сознательно их поддерживали. Поставили всю мощь государства на поддержку этих маргиналов. Вот поэтому оно оборачивается тем, что в заложники взяты граждане Украины и украиноговорящие, которые за нормальную национальную политику вменяемую, и русскоговорящие тем более, и так далее. И Украина выглядит дикарями на международной арене все больше и больше, нарушая положение ЕС, в которое они хотят вступить в первую очередь. Например, да, тоже такое действие предельно логичное. Новая власть, смотря кто это будет. Если придут маргиналы, которые за продолжение войны, они будут продолжать закручивать эти гайки, скорее всего. Если придет там парламент широкий, центристский, там будет баланс интересов, и они откатят, скорее всего. Вернутся к нормальному положению, к нормальной практике. Но насколько им это удастся, и захотят они это сделать, это широкий вопрос. Это большая проблема. И пока не видно, как она решится. Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо. Друзья, спасибо, что посмотрели сегодняшний эфир. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк. Берегите себя и друг друга.